Так, продолжаем тему, как записывать, например, на FreeBOS, как использовать микрофон. Ну, можно, конечно, использовать какие-либо, если вы записываете, хотите создавать, то есть на свой канал выкладывать свое видео, естественно, если вы пользуетесь Ableton, естественно, вам нужно какое-то приложение, которое будет записывать все с экрана, с происходящего, все, что на экране происходит, все нужно это на видео снимать. И плюс еще записывать, вот как сейчас я говорю, да. То есть я вот этот FreeBOS как раз таки использую для записи. То есть это все на телефон записываю, сюда записываю на интерфейс. Можно, конечно, в сам Ableton записать. Это уже другая тема. Но в данном случае я говорю, вот вы хотите использовать вот этот FreeBOS как аудиокарту, плюс еще на микрофон. То есть я записываю в данном случае сейчас на другой аудиоинтерфейс, не в Ableton. Поэтому показываю, кому, если что интересно, как это можно сделать. То есть показываю настройки. Угу. Сейчас, секундочку. Выйдем. Вот. Вот этот у нас FreeBOS. Видите, вот этот микрофон, кнопочка включается. Что же я здесь проделываю так, чтобы это вот тыльная сторона, куда вот это питание подключается, 5 вольт на 220, которое через зарядное устройство, такое, как у телефона. Ну, у него идет в комплекте. То есть у меня вот здесь ничего, кроме этого, вот этого не подключено. Вот это выход по USB, там специальный выход называется, как забыл. И вот этот, он идет по драйверам на компьютер или на ноутбук. То есть вот этот просто сюда подключаете в гнездо и уже на USB вот это в ноутбук. А вот этот идет уже у меня микрофон отдельно идет, как коаксиальный специальный кабель, RLX, по-моему, маркировка. Вот он у меня в левый канал подключен. Да. Что же я здесь настраиваю? Все это можно методом тыка, так сказать. В данном случае я же вам показываю на просто с картинки, так сказать. Вы сами это все испробуйте. В данном случае вот у меня, видите, настройка вот этого микрофона и гайн, усиление. Совсем малость подкрутил я. Эти все на 0 поставил, так как этот канал у меня не работает. Подключил 48 плюс 48 вольт на питание на конденсаторный микрофон BM800. Вот он у меня сюда подключенный. И что же я тут настраиваю, когда вот этот у вас подключился, все определился, я вам показал, у меня в следующем видео есть, как я подключил вот этот драйвер к Ableton, да, или же какой-либо другой программе, которую вы сейчас записываете, допустим, как я, на вот это видео. То есть их куча разных программ. Выбирайте вы себе сами, какой хотите. Так, по поводу аудиокарты. Как я подключаю микрофон? В данном случае у меня сейчас вот эта настройка по нолям стоит, вот здесь на картинке. А вообще я же сейчас пользуюсь микрофоном, то есть у меня запись ведется. Поэтому я, когда включаю вот это все, у меня когда микрофон, там специальное приложение, которое записывает мой голос. И уже потом вывожу я, допустим, в какой-то редакторе свожу это все, да. Ну вот, что же я подкручиваю здесь? Я просто подкручиваю вот этот красненький, USB 2.0 написано. Это всегда в основном, это микрофон, всегда его до конца почти ставлю. Этот же вот Mine, вот эта настройка Mine, это тоже, это идет уже, если вы, ну вот когда включаете вы микрофон, чтобы запись велась уже чисто на тот аудиоинтерфейс,
чтобы ваш голос записался. Вот эту вы и подкручиваете. То есть вы сами себя слышать будете в наушниках. И запись уже может вестись. Это чисто для ваших, чтобы вы сами слышали то, о чем вы говорите, да? Ну, это нужно, потому что как бы она все у нас вместе синхронизируется. Даже если вы его не прибавите, она у вас все равно запись будет вестись. Вот здесь подкрутили и здесь подкрутили. Можете нажимать эту кнопочку. Кнопочка это служит в случае, допустим, вы включаете музыку, и если кнопка у вас это отжата, у вас будет просто как идти как акапелла вроде. Просто ваш голос будет записываться, а музыка нет. То есть, когда вы музыку включаете, чтобы музыка у вас шла, вы нажимаете эту кнопочку, тогда у вас совместно будет идти. И так как вот этот микрофон у вас будет подрегулированный, вот эту кнопочку вы можете тоже нажать. Эта кнопка влияет на вот эту настройку. То есть вот этот режим идет эффекты. В данном случае она у меня стоит по нолям. Потому как я ее буду обрабатывать в Ableton. И поэтому я буду его через эту программу Ableton и свой голос обрабатывать. Хотя я мог бы просто тут подкрутить, и у меня бы как бы немножко эхо было. И тут их разные режимы, хотя есть, которые не совсем достойные. Здесь же вот так настройку тоже, это тут есть, здесь тембр низких, здесь тембр высоких, и еще вот это мид, она настраивает, то есть мид здесь, а тут хит. То есть это вообще какую-то звонкость прибавляет. То есть такой как бы, если тембра маловато высокого, то вот этот еще чувствительный такой становится. Ну, вы сами там крутите, вертите, как говорится, и слушаете, что как все происходит. Конечно, это можно на деле все показать, но, по-моему, у меня в прошлых видео есть об этом, я все говорю. Потом вот эта кнопочка, она влияет еще, когда вы, я говорю, записывать будете какую-то музыку, допустим, и будете говорить что-то, да? Она может быть и не работать, эта штука. Почему? Потому что нужно специальный аудиоинтерфейс, который будет, на что вы будете, на какой рекордер вы будете записывать, смотря на какой рекордер. Потому что есть разные рекордеры, где отдельно записывает чисто голос. Там есть будет такой режим включаться. Записать звуки с компьютера, записать голос и звуки компьютера, или просто записать голос. Вот в этом случае, если у вас такие режимы будут, в этом случае можно вот эту кнопку использовать. То есть она можно настроить так. Вы будете включать, записывать свой голос, и при этом будете нажимать эту кнопочку, тогда будет записываться музыка. Ну, короче, там надо смотреть. Это отдельные уже видео. А так, подписывайтесь на канал. Всем пока.